Рынок у нас сегодня интересный. Вижу, есть монеты, которые очень сильно летают. Новые какие-то монетки у нас в топе. Думаю, получится заключить парочку интересных сделок. Кстати, начиная сегодня немножко не с того баланса, на котором закончил прошлую торговую сессию, потому что, к сожалению, вчера я сел торговать и просто не заметил, что не нажал, скажем так, кнопку «Включить запись». И сидел там, что-то комментировал, торговал, и, к сожалению, вот эти вот все сделочки не вошли в видео, и поэтому начинаю я с чуть-чуть другого баланса. Там это была торговая сессия у меня еще и с нарушением, я в какой-то момент вовремя не остановился и чуть-чуть понарушал там свои правила, скажем так. Но ладно, не будем об этом. Начинаю сегодня с баланса $1074. Риск на сделку у меня 1,5%. На всю торговую сессию 5%. Зашел в первую позицию. Мы видим, что у нас монета после небольшого такого накопления начала выходить плавненько вверх. Подходит у нас к определенному уровню в 13 центов. И постепенно мы поджимаемся все выше и выше. И в принципе здесь можно ставить какие-то короткие стоп-лосс за ближайшие минимумы и потенциально брать неплохое такое движение вверх. Но я уже после открытия сделки увидел, что у нас есть круглое число именно 13 центов вот здесь и стоял здесь большой объем. Это играет немножко против меня, потому что за ним также могут стоять стоп-лоссы трейдеров, за которые мы можем пойти сходить и собрать. Поэтому мне показалось, что этот, скажем так, небольшой фактор играет против нас. А вообще я рассчитывал здесь словить какое-то 1,5% движение вниз на сбор стопов всех тех, кто вот сейчас заходили здесь на продолжение движения в лонг. Я здесь решил не рисковать, взять небольшой импульс вниз, буквально там, как я сказал, процентика на 1,5, и сделка закрылась у нас с тейк-профитом. Открылся я в еще одной монете. Тут я допускаю возможность одного перезахода, но смотрите, что я здесь увидел. Мы подошли к уровню сопротивления, скажем так, довольно-таки быстро. И в принципе у нас от него движения вниз никакого не произошло, и у нас очень сильно начали выкупать, и постоянно мы к нему поджимаемся. На этом фоне мне показалось, что трейдеры будут здесь заходить, скажем так, в лонг, потому что видят у нас покупатели довольно-таки слабые, движение вниз у нас не продавливается, и у нас довольно-таки отчетливо начали появляться зеленые свечи, вот несколько прострелов было, и здесь создалось лично у меня впечатление, что можем мы спокойненько здесь пойти дальше наверх. Поэтому я открывал шортовую позицию, и всех тех, кто попытался здесь, скажем так, выход с этого накопления торговать, всех тех, кто открывал лонговые позиции вот в этом накоплении небольшом, получилось у нас успешно закрыть вот таким 3% импульсом вниз. Так, открыл еще одну позицию. Мы видим, что у нас монета начала выходить с небольшого такого боковика, и у нас в принципе рост продолжается. В какой-то момент мы сделали небольшой откат, подошли снова к этому уровню поддержки, и мы плавненько начинаем отрастать. То есть сейчас у трейдеров появляется возможность заходить с коротким стопом по тренду, брать какое-то продолжение движения, либо же полноценный, скажем так, разворот, и особо ничем не рискуя ставить короткие стоп-лоссы. Поэтому я открывал здесь шортовую сделку и хочу взять небольшой импульс вниз, буквально на обновление вот этого вот минимума. Подходит у нас к нашему стоп-лоссу, возможно, я здесь очень близко поставил стоп-лосс, и нас здесь закрыло. Думаю, я тогда заходил с очень маленьким стоп-лоссом, зашел на большой объем и пришлось поставить стоп очень рядом. Решил я сейчас перезайти, логика у нас абсолютно такая же. Мы от нашего уровня поддержки начинаем поджиматься все выше и выше к определенным уровням, начинаем их обновлять, и в принципе складывается впечатление, что у нас рост сейчас дальше продолжается. Тут можно брать к трейдерам либо же продолжение движения вверх, либо же просто обновление максимумов, но как мне кажется, заходить здесь большинство будут в лонг. Поэтому я открыл шортовую сделку и все-таки хотел взять обновление вот этого вот минимума. Но, к сожалению, похоже, и эта сделка у меня сейчас также закрывается с убытком.
Зашел в еще одну позицию, но она у нас довольно-таки рискованная. Мы видим, что у нас монета сделала очень большой откат и постепенно подошла к такому уровню поддержки, на котором мы начали стоять. Я здесь решил был открыть шортовую сделку, потому что мне показалось, что вот здесь у нас заходили на какой-то откат, либо же отскок. Поэтому я заходил в шорт, но, к сожалению, я здесь ошибся и получил сразу же стоп-лосс. Открыл еще одну сделку, мы видим, что у нас монета находится на максимумах. Мы стоим в определенном диапазоне и у нас никакого движения вниз не происходит. Мы довольно-таки долго стояли на одном месте и движение вниз у нас не происходило. Поэтому мне показалось, что здесь трейдеры будут ставить вот за вот этот уровень короткие какие-то стоп-лоссы и потенциально заходить в лонг на продолжение движения и будут открывать сделки по тренду. Поэтому я открылся здесь в шорт и думал взять какое-то обновление вот этого вот минимума. Посмотрим, пойдет ли цена дальше вниз, либо же здесь я тоже ошибся и закроет меня по стоп-лоссу. Да, подходит у нас к нашему стоп-лоссу и вполне возможно, что прямо сейчас нас здесь закроет в убыток. Но в любом случае сделка у меня была абсолютно верная. У нас случился очень быстрый импульс вниз и здесь закрыло нас по тейк-профиту. Очень сильным импульсом в 3% движения. Открыл еще одну сделку, но она у меня не совсем по стратегии. Тут такая больше, скажем так, на перспективу. У нас монета очень сильно падает. Мы его в какой-то момент подошли к определенному уровню, от которого цена начала отскакивать. Был один отскок, вот сейчас второй отскок. И мне показалось, что здесь вполне неплохое место, чтобы потенциально зайти. И также особо ничем не рискуя брать какой-то откат, либо же разворот, еще что-то. Плюс здесь шортить довольно-таки страшно, так как мы находимся не возле какого-то уровня сопротивления. И вполне возможно, что у нас случится дальнейший какой-то откат. Поэтому я открывал здесь шортовую сделку и я ожидал здесь просто быстрого продолжения движения вниз. Потому что у нас началось, скажем так, какое-то сильное падение, и я ожидал его продолжения. Но посмотрим, как сделка закроется. И меня здесь закрыло импульсом вверх. Я понял, что я в этой монете был неправ, и решил здесь еще раз зайти, но в этот раз открыться в лонг. Но тут уже, скажем так, эта сделка намного у меня лучше. Мы находимся возле зоны сопротивления, и у нас есть у трейдера возможность поставить короткий стоп-лосс и потенциально брать продолжение движения вниз по тренду. Поэтому я открывал здесь лонговую сделку и против всех тех шортистов, которые сейчас заходят, хочу взять какие-то 2% движения вверх. Так, сильным импульсом сильный импульс у нас произошел вверх, и я решил не рисковать и быстренько закрыл свою сделку. У нас очень сильно вкатало, у нас происходит импульс вниз, и я решил здесь открыться еще раз в лонг, потому что я поймал себя на мысли, что здесь открывать лонговую сделку максимально страшно, потому что у нас весь рост вкатали буквально за несколько секунд. И мы поджимаемся дальше к вот этому уровню. Вполне возможно, что будет какое-то пробитие. И, скажем так, основным фактором, что меня заставило здесь открыть лонговую сделку, то, что здесь бы было, по крайней мере, мне очень страшно открывать лонг. И вполне, скажем так, логично было открывать шортовые сделки на продолжение движения. Так как движение в лонг у нас не идет, а шортовое движение у нас довольно-таки сильное. Поэтому открыл лонг и хочу взять какое-то 2% движение на, скажем так, сбор стопов всех тех, кто вот здесь думал примерно так же, как и я. Осталось буквально несколько пунктов к моему стоп-лоссу. И вполне возможно, что сейчас нас закроет по убытку. Сделка вот эта была такая слабоватая, как мне кажется. Фух, не знаю зачем, но решил я здесь открыть еще одну такую же сделку с абсолютно такой же логикой.
И вполне возможно, что за такую же сделку я получил такой же результат. Открыл еще одну сделку. У нас монета очень сильно падает. В какой-то момент мы подошли к уровню сопротивления. От него мы начали понемножечку замедляться. Движение вверх у нас уже не идет особо. И мне показалось, что вот здесь будут трейдеры открывать шортовые сделки. Есть возможность поставить короткий стоп-лосс за ближайший максимум и потенциально ловить какой-то откат, либо же полноценный разворот. Поэтому я открывал здесь лонговую сделку и хотел взять буквально от обновления вот этого вот максимума. У меня take profit стоит на 77.10, а вот этот вот импульс был в 77.9. То есть мы коснулись четкого моего take profit, и у нас здесь случился небольшой откат. Это такой был забавный момент, но все-таки движение вверх у нас пошло. Мы хорошо пробили круглое число в 77 центов, и сделка закрылась у нас здесь по take profit. Вижу я уже, что качество моих сделок падает. Последние сделки, если вы досмотрели до этого момента, были прям, мягко говоря, не очень. Поэтому нужно завершать торговую сессию. Завершаю я с балансом 1100. И в принципе довольно-таки неплохая торговая сессия, если бы только еще в конце я не заходил в слабоватые сделки.